Всем привет! С вами доктор Демченко, врач спортивной медицины и реабилитации, доктор остеопатии, мануальный терапевт и невролог-вертебролог. И сегодня мы с вами поговорим о средней ягодичной мышце. Дело в том, что этот видеоролик для моих пациентов. Я постоянно записываю для них видеоролики на их же телефоны и хочу, чтобы это происходило попроще, чтобы они просто приходили на мой канал и смотрели этот видеоролик. Для чего требуется качать среднюю ягодичную мышцу? Это очень важная в спорте мышца, потому что она отвечает за стабилизацию коленного сустава, для того, чтобы при приземлении, например, в беге, коленка не уходила глубоко в медиальный коллапс и не повреждалась. Для того, чтобы ее качать, мы подготовили для вас два комплекса упражнений. Один комплекс упражнений для счастливчиков, у которых есть резиновая лента, и для людей, у кого нет резиновой ленточки, но также хочется восстановить свою среднюю ягодичную мышцу. В этом мне поможет Ольга, йога-терапевт и реабилитолог. Поехали! Средняя ягодичная мышца имеет несколько пучков, и поэтому очень важно тренировать ее в различных режимах и разными упражнениями. Первое упражнение мы сделаем на боку. Лягте на бок, установите резину чуть выше коленного сустава, выдвиньте таз вперед, для того, чтобы он сравнялся с коленками. Далее пятки держим вместе, а верхнюю ногу отводим вверх. Отводите вверх как можно выше, потому что наиболее полезная активность средней ягодичной мышцы в последних 15% подъема ноги. Повторяйте упражнения до тех пор, пока не почувствуете усталость в области средней ягодичной мышцы или характерное жжение. Для второго упражнения ложитесь на спину, ноги согнуты в коленных суставах, резинка находится на том же уровне. Далее, производите подъем таза с одновременным разведением коленей в стороны. Дело в том, что в этом упражнении мы также активно задействуем большую ягодичную мышцу, заднюю поверхность бедра и мышцы поясницы. В конце упражнения вы можете задерживаться на 15-20 секунд для того, чтобы давать статическую нагрузку на мускулатуру. Для третьего упражнения встаньте на четвереньки, ноги поставьте на ширине плеч, резина также находится чуть выше коленных суставов. Если колену больно при опоре, можете подложить что-нибудь мягкое. Далее делайте отведение ноги в бок до 90 градусов, если получится. Очень важно при выполнении этого упражнения следить за тем, чтобы вы не скручивались целиком в поясничном отделе позвоночника, а также чтобы вы медленно проводили опускание ноги, а не бросали ее вниз, потому что наиболее ценный момент работы с средней ягодичной мышцей в этом упражнении идет в негативном повторении, когда вы медленно опускаете ногу в исходную позицию. Для следующего упражнения разместите резинку внизу голеней. Расставьте ноги чуть-чуть шире, чем плечи, для того, чтобы уже немного включить среднюю ягодичную мышцу. Немного согните колени и делайте небольшие приставные шаги вправо и влево. Примерно по 10 шагов в каждую сторону, 2-3 повтора, чтобы в сумме получилось 30-40 шагов. Если вы делаете упражнение правильно и ваша резина правильно подобрана, то около 40 шагов должны принести утомление в область средней ягодичной мышцы. Наиболее распространенная ошибка является слишком большие шаги, когда резина полностью расслабляется в промежуточной фазе. Для следующего упражнения оставьте резину в той же позиции, и одна нога у нас остается в опоре, вторая делает отшаг в бок с переносом веса и возврат. Отшаг вперед с разворотом стопы на 45 градусов и возврат. И отшаг назад с разворотом стопы на 45 градусов и переносом веса и назад. Далее смена ноги и воспроизводим те же действия в бок и обратно, вперед 45 градусов, перенос веса и обратно, назад 45 градусов, перенос веса и обратно. Можно комбинировать эти два упражнения по подходу. Для следующего упражнения вы можете взять две кольцевые резинки для
утяжеления упражнения. Разведите немного ноги и расставьте носки немного наружу. Далее производим приседания с разведением коленей. Колени идут по ходу установки стоп. Упражнение должно проводиться не ниже 90 градусов с прямой спиной. Для следующего упражнения лягте на бок, опорную руку поставьте на локоть и сделайте таким образом, чтобы локоть совпадал с плечом по вертикали. Далее выведите таз и колено в одну линию, верхнюю ногу выпрямите в коленном суставе и толкайтесь нижней ногой, вынося таз вверх до максимально верхней точки. И медленно опускайте себя назад. В этом упражнении активно работает средняя ягодичная мышца как на верхней ноге, так и на нижней ноге. Это достаточно мощное силовое упражнение, поэтому повторяйте его не более 15 раз. Для проведения следующего упражнения встаньте боком к опоре и встаньте на ногу. На опорной ноге как раз таки и будет максимально срабатывать средняя ягодичная мышца. Дальше, удерживая спину ровно и ногу тоже ровно, наклоняйте корпус вперед. Из этой позиции закручивайте таз вниз и вверх до максимума. Наиболее полезная работа в нижней и верхней точке. Это комбинированное упражнение, поскольку оно помогает и усилить среднюю ягодичную мышцу, так и растянуть ее в нижней точке. Если вам сложно проводить упражнения из этой позиции, можете сделать немного другой угол. Для следующего упражнения вам потребуется встать на небольшое возвышение, в нашем случае йоговский кирпичик. Опять же будет работать среднеягодичная мышца с стороны ноги, которая находится в опоре. Поставить руки на таз и медленно просаживать таз вниз и поднимать его максимально вверх. Следите за тем, чтобы нога, которая находится в опоре, не сгибалась в коленном суставе. Еще раз повторюсь, что эти упражнения чаще всего нужны людям, занимающимся спортом, и у которых есть проблема, связанная с тем, что их коленный сустав сильно уходит внутрь при приседах или прыжках или беге. Повторяйте эти упражнения каждый день, выбирая 3 любые из данного комплекта. Желательно каждый день немного менять комплект упражнений. Иногда требуется проводить 2, иногда 3 недели упражнений для того, чтобы увидеть эффект. Но эти упражнения действительно эффективны, и если вы в этом убедились, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами были Владимир и Ольга. До следующих встреч!